Ребята, всем привет, с вами Даша, и сегодня я буду собирать буханку. Это горячая новинка от Звезды, и в этом видео вы узнаете, какие ошибки совершают большинство моделистов, собирающих этот автомобиль, и как избежать этих ошибок. Так что смотрите видео до конца и удачи! А еще буханка – это очень страшное оружие российской армии, ведь ей отведено особое место среди армады танков. Итак, первым делом я обращу свое внимание на бокс-арт. Тут буханка движется в составе автоколонны. Позади едет КАМАЗ с какой-то радиостанцией, каким-то радиооборудованием. Интересно, это тоже какой-то намек на будущую новинку? Мне бы тоже было интересно посмотреть на такой КАМАЗ. Буханка тут явно из Подмосковья, так как тут 50-й регион. Буханка в грязи, в принципе, как и надо, внедорожный же автомобиль, и едет по какому-то лесу, очень характерному для Подмосковья, ну и для всей, наверное, средней полосы России. Так, посмотрим, что сзади. А тут буханка собрана. Что тут примечательно, что модель сделана по лицензии Ульяновского автозавода. Конечно, очень жаль, что это предприятие сейчас переживает не лучшие времена, и надеюсь, что вот эти лицензионные исчисления от Звезды как-нибудь помогут исправить ситуацию. А теперь давайте посмотрим на маленькую историческую справку, и тут сразу какая-то неточность, потому что, да, автомобиль с колесной формулой 4х4, и серийное производство стартовало на Тольяттинском автозаводе, что неправда. И также это переведено на английский язык. Так что какой-то косяк. Надеюсь, что это ошибка по Фрейду, и Звезда действительно нам готовит какой-нибудь автомобиль из Тольятти. Знаете, иногда такое бывает, когда ты делаешь несколько работ одновременно, и вот происходит какая-то вот такая путаница. А может быть, просто ошибка, ну, тоже интересно. Странно, что руководство не заметило такую явную ошибку на коробке. Мне-то, в принципе, все равно, что написано, но Звезда позиционирует себя как фирма в большей части для начинающих моделистов. И вот представьте, вы человек, который слабо разбирается в моделизме, да и в автомобильной тематике, например, берете вы в каком-нибудь супермаркете эту модель и читаете, что буханка сделана в Тольятти, ну не знаю. Мне кажется, немножко может запутать кого-то. А теперь посмотрим на собранную модель повнимательней. И тут очень классно выбран цвет. И мне, в принципе, все очень нравится. Единственное, немножко дверь отстает от модели, что передняя, что задняя. Интересно, это так задумано или так получилось? Большой вопрос. Мне очень нравится, как проработано днище у модели. Небольшой, мне кажется, изъян — это вот какое-то помутнение стекла. Скорее всего, это какой-то клей, капнувший на стекло. А может быть, преломление лучей лампы. В общем, тоже довольно-таки спорный момент. Мне кажется, если вы видите какой-то такой вот ляп на фотографии модели, которую вы хотите поставить на коробку, то, наверное, можно было бы эту фотографию отретушировать. Вот так выглядят литнички. Они очень классные и тонкие, без каких-либо дефектов. И вот по вот этому литничку можно понять, какого размера будет модель. Прям вот с ладошку. Очень здорово. Двери сделаны действительно отдельно. И передние, и задние, и пассажирская. Вот проем задней части автомобиля. Также, видите, есть какой-то задел под автобусную версию буханки. И второй большой литник, а на нем полно мелких деталей. Вот детали рамы, бамперы, подвеска. Интересно, что тут два руля, разных вариантов. И также вот сама мордочка автомобиля со значком УАЗа. Но он как-то очень слабо виден, как-то очень неровно, не точно. Не знаю. У них, в принципе, на декале есть этот значок. Можно было бы, наверное, вот так вот его не выштамповывать, потому что он немножко плохо виден на этой модели. Так, дальше идут резиновые покрышки. Они тоже довольно хорошего качества. У них видна эмблема Кама, фирмы-производителя. И боковинки выглядят очень классно. Единственное, меня, наверное, может быть, немножко смущает протектор. Какой-то он опять в виде квадратиков. Но это надо посмотреть на настоящие
машины и сравнить. Я сейчас пока не могу вам так прям сразу сказать, насколько он хорош. Так, дальше прозрачный пластик. Тут никаких нареканий нет. Все идеально, красиво и чисто. Супер. Да. И декаль. Декаль очень маленькая и небогатая. Нам предлагают, по сути, сделать номера и вариант военной комендатуры. Не знаю, мне кажется, можно было бы поинтереснее как-то придумать. А с другой стороны, а что там еще? Так. И вот варианты окраски. Их тут всего два. Это вариант, оба они зеленых. Один из УАЗик из Центрального военного округа, а другой из военной комендатуры. Так что большого разнообразия нам не предлагается. А может быть, звезда планирует сделать так же, как ICM, выпускать много буханок, но в разных коробках с разными декалями. Я бы, например, с удовольствием собрала и скорую помощь, да и ту же машину МЧС в 35-м масштабе, почему нет, и пожарную, да и даже почтовую машину бы с удовольствием собрала. Так что, мне кажется, звезда идет в том направлении, в котором надо. Так, инструкция. Инструкция, она небольшая. Так, тут, кстати, тоже этот ляп с Тольяттинским автозаводом, что здесь, что тут. В общем, очень качественная модель. Давайте приступать к сборке. Начала я со сборки салона буханочки. Я устанавливаю перегородку между передними сиденьями и пассажирской частью салона. И да, буханка – это еще и лимузин, ведь главное отличие лимузина от других автомобилей – это перегородка в салоне. Потом размещаю на свои места кресла и сидушки в пассажирской части. Креслами их назвать у меня просто не поворачивается язык. И, конечно же, я поставлю на свое место шикарный диван. Какой современный лимузин может обойтись без дивана? А потом я устанавливаю стенку, отделяющую шикарный пассажирский салон от грузового отсека и приборную панель. А тут я монтирую внутреннюю обшивку салона. А вот это очень ответственный момент. Я приклеиваю боковые стенки. Очень важно сделать это максимально ровно. А теперь я монтирую заднюю секцию кузова. И обратите внимание на стык задней стенки и боковых. Это надо сделать максимально ровно. Это самая распространенная ошибка у моделистов, которые собирают буханки. Если вы посмотрите на реальные фотографии этих машин, то этого стыка вы не увидите. И это и не косяк звезды. Тут просто по-другому нельзя отлить детали, только если кузов не отливать одной деталью целиком. Но это не лучшим способом скажется на копийности модели. Естественно, мне придется зашпаклевать этот стык, и наношу шпаклевку я пальцем. Мне так удобней, и я могу почувствовать то, что я шпаклюю. Как бы странно бы это и не звучало. Хотя можно использовать, например, и мини-шпатель от той же фирмы Мачете. А теперь я соберу раму. Двери, крышу и мордочку я пока не буду приклеивать к буханке. Так мне будет проще окрашивать внутренности салона. После зачистки шпаклевки и промывки в воде я приступаю к окраске модели и начинаю с грунтовки. Я использую грунт от АМО в баллончике. Главное, грунт не перелить, чтобы не осталось потеков краски. Теперь я окрашу буханку в основной цвет, и я буду делать военный вариант, так как считаю, что без буханок российская армия просто обречена. Для окраски я буду использовать зеленый оттенок от фирмы Zip Макет из набора «Российская колесная техника». Мне показалось, из всего разнообразия зеленых оттенков, что у меня есть, этот наиболее близок к реальности. Яркость я регулирую слоем краски, то есть чем выше, тем толще слой краски я наношу. Кстати, купить модель буханки и все необходимые инструменты вы можете в магазине «Модельная лавка». У нее быстрая доставка и разумные цены, и это главное преимущество этого магазина. Модели до моего дома курьерская служба доставляет буквально на следующий день, а еще у них наконец появляются предзаказы. Например, скоро откроется предзаказ на очередную горячую новинку от звезды. Это штурмовик Ил-2 в двухместном варианте и в 48-м масштабе. Ссылочка на сайт и промокоды вы ищите в описании к видео. После окраски в основной цвет мне не очень понравился оттенок. Все-таки военная буханка должна быть немного темнее. И я это исправлю при помощи темного фильтра. Фильтр – это жидкая масляная краска, которая слегка меняет оттенок модели. Работает примерно так же, как и фильтр в Инстаграме.
Единственное, он сохнет немного дольше, чем акриловая краска. После окраски основного цвета я даю модели немножко просохнуть и принимаюсь за окраску мелочевки. Вначале я окрашиваю обшивку салона буханки. Тут я использую краски от ICM и использую черно-серый цвет. Также черным цветом я окрашу пол салона и сиденье. Еще мне надо не забыть про рулевую колонку. Кстати, мой подписчик в Инстаграме под ником Саакян143 поведал, что за основу бокс-арта была взята его фотография буханки. А ведь посмотрите, действительно похоже. Наверное, художник вдохновлялся именно этой фотографией, только лишь убрал багажник на крыше и добавил военный КАМАЗ на задний фон. Также в черный цвет я окрашу элементы экстерьера буханки, черные двери, петли, крышки горловины бензобаков и прочие детали. Обратите внимание, что петли передних дверей надо красить в черный цвет. Некоторые моделисты этим пренебрегают, а петли шли в цвет кузова только на самых ранних буханках. Пока сохнет кузов буханки, я окрашу раму в черный цвет. Алюминиевым цветом я окрашу выхлопную систему УАЗика. Наношу смывку, и для зеленого цвета тут неплохо подойдет смывка коричневого цвета. Использую смывку я от фирмы Pacific, а удаляю излишки White Spirit. И тут все в принципе как обычно. Пока я работаю, я хочу вам рассказать историю модели Буханка. В 2017 году звезда всех ошарашила выходом модели Буханки в автомобильном 43-м масштабе в цветах Почты России. И эта модель эксклюзивно продавалась только в почтовых отделениях. Как выяснилось, звезда спроектировала и изготовила эту партию буханок по заказу Почты России. И, кстати, и до сих пор в почтовых отделениях можно найти эти наборы. Потом, в 2018 году, видя, что буханка пользуется хорошим спросом, звезда выпустила еще 3, по сути, одинаковых набора, отличающихся друг от друга только бокс-артом и декалью. 2 первых буханки я собирала в прошлом году, а постройку буханки МЧС я показывала на своем канале, это были мои самые первые видео, и на них я только училась блогингу. После того, как смывка высохла, я перевожу декали. Вначале я перевожу государственный регистрационный знак на переднюю часть машины, а потом перевожу характерную птичку на переднюю облицовку УАЗа. А вот с номером для переднего бампера все сложно. Звезда не дала планку, на которую можно разместить эту декаль, а если номер расположить непосредственно на бампере, то он загнется, что будет выглядеть не очень красиво. Поэтому мне пришлось самостоятельно изготовить эту планку из жести, и на нее уже приклеить передний номер. Также мне надо окрасить элементы из прозрачного пластика. Я обрисую уплотнители окон. Также не очень удобно сделаны фары. Корпуса отлиты вместе с линзами, что усложняет окраску. Так что тут нужна либо маска, либо очень твердая рука. И любопытно, что костромские товарищи из АВД не берутся делать модели буханок, а лишь выпускают в смоле разнообразные их подвиды. Скорее всего, существует какой-то сговор между АВД и звездой. Тем еще любопытен тот факт, что звезда не стала развивать направление 43-го масштаба, хотя я думаю, что продажи этих буханочек шли очень даже и неплохо. Тем примечателен факт выхода этой модели и в 35-м масштабе. Как я уже отмечала выше, думаю, что это будет не последняя модель буханки, и, наверное, звезда будет продолжать это популярное направление. А теперь красками по стеклу я окрашу задние фонари. Тут они делятся на 2 секции, желтая и красная, и в пластике сделана специальная перегородочка, которая не позволяет смешиваться этим цветам. И я совсем забыла окрасить красный катафот на задней двери, и уверена, что очень многие моделисты могут об этом забыть. Теперь сухой кистью с использованием смеси зеленой и белой масляных красок я пройдусь по корпусу буханочки и выделю рельеф.
И теперь прием масляные точки. С его помощью я смогу сделать более разнообразным цвет вертикальных поверхностей модели. Помимо звезды, буханки в 35-м масштабе выпускала фирма Билик, и у них выходило сразу две версии автомобиля. Это санитарный и в образе машины военной инспекции. Также есть смоляная модель от Miniman Factory, но эта буханка, я повторюсь, что сделана из смолы. Так что модель от звезды – это самая актуальная на данный момент модель буханки. Но обратите внимание, что модель, над которой я работаю, изображает позднюю буханку. Ее от ранней можно отличить, например, петлями передних дверей и дверными ручками. И последние штрихи – это пигмент. Я немножко припылю саму модель и колеса буханки. И вот такая у меня получилась буханка. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И если вы хотите увидеть фото этой модели, то подписывайтесь на мой инстаграм. Там эти фотографии появятся через некоторое время после публикации этого видео. Итак, пока-пока.